Артур был человеком, чья кожа напоминала дубленую кожу старого седла, а пальцы навсегда сохранили изгиб от тяжелых сетей. Почти полвека он выходил из порта Сиэтла, зная каждый риф и каждое капризное течение залива. Он привык доверять своему опыту, но один ясный четверг заставил его усомниться во всем, что он знал о природе. В тот день его старый катер «Морской бродяга» находился в нескольких милях от густонаселенных причалов. Внезапно двигатель издал предсмертный хрип, выпустил облако сизого дыма и затих. В наступившей звенящей тишине Артур не успел даже выругаться. Мощный толчок в киль едва не выбросил его за борт. Схватившись за леера, старик замер. Из стальной воды, словно обсидиановый нож, поднялся гигантский плавник. Это был Морган, старый самец касатки, которого местные биологи узнавали по характерному надлому на спине. 6 тонн живых мускулов и первобытного интеллекта замерли прямо у кормы. Артур похолодел, вспомнив рассказы о том, как эти хищники могут быть беспощадны в своей игре. Вместо того, чтобы уйти на глубину, Морган начал методично бить мордой в транец судна. С каждым ударом дерево жалобно стонало. Рыбак в ужасе пытался отогнать зверя тяжелым веслом, но хищник словно не замечал его жалких усилий. Касатка уперлась массивным лбом в корму и, мощно работая хвостом, начала толкать обездвиженный катер. Артура охватило отчаяние. Он был уверен, что Морган утаскивает его подальше от береговых патрулей и мелководья, чтобы растерзать на глубине. Прошел томительный час, в течение которого морской бродяга медленно, но верно удалялся от привычного маршрута, ведомой волей морского гиганта. Когда касатка внезапно отстранилась и, пустив прощальный фонтан, исчезла в пучине, Артур без сил опустился на палубу. Он обернулся, чтобы оценить расстояние до порта, и его сердце пропустило удар. Там, где он дрейфовал еще час назад, небо превратилось в свинцовое месиво. На горизонте бушевал редкий и смертоносный метеорологический феномен – микропорыв, превративший водную гладь в кипящий котел из пены и щепок. Огромная воронка ветра всасывала в себя все живое. Если бы старый рыбак остался на месте, его лодку растерзало бы в первые секунды шторма. Морган, обладая сейсмической чувствительностью и древним чутьем, предвидел катастрофу. Огромный хищник, не знающий врагов в океане, потратил свои силы и время лишь на то, чтобы отбуксировать хрупкого человека в тихую гавань безопасности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.